Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео поговорим о том, как посеять семена баклажан на рассаду и как вырастить рассаду баклажан, если вы, конечно, любите эти овощи в домашних условиях. Я выращиваю баклажаны практически каждый год. Я очень люблю эти овощи. И хочу вам сказать, что если вы будете их выращивать у себя на участке, то урожай вас порадует. Это достаточно урожайная культура, не очень требовательная в выращивании, в уходе, но есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. Почему я выращиваю баклажаны? Ну, прежде всего потому, что это овощ, который богат калием. А вы знаете, что для взрослых людей калий это серьезный минерал, вернее даже так, серьезный химический элемент, который нужен для хорошей работы сердечно-сосудистой системы. Именно благодаря калию жидкость удерживается внутри клетки, а не переходит в межклеточное пространство. Кроме того, у баклажанов прекрасная клетчатка, которую человеческий организм практически не перетравливает, но ею питаются полезные микроорганизмы, которые есть у нас в кишечнике. И благодаря им мы получаем, знаете, такой хороший защитный механизм от плохого холестерина. Именно клетчатка баклажана выводит плохой холестерин. И если вы будете в своем рационе иметь баклажаны в любом виде, хоть даже и в виде заморской икры баклажанной, то это будет способствовать вашему хорошему самочувствию и правильному весу, поддержанию нормального веса. Я высеваю баклажаны на рассаду, выращиваю их рассадным способом. Вот сейчас как раз самое время для посева семян баклажан на рассаду. И я приготовила семена и буду высевать буквально прямо сейчас. Но перед тем, как показать вам посев баклажанов, я хотела бы остановиться на важных нюансах, которые нужно учесть перед тем, как приступать к посеву. Баклажаны – это светолюбивые растения. Они пришли к нам, как вы думаете, откуда? Вы будете удивлены, но из Индии. В Индии их использовали как лекарственное средство. И сейчас используют. Но поскольку они пришли с таких дальних субтропических и тропических широт, то будьте готовы обеспечить их соответствующим уровнем тепла и света. Семена баклажанов прорастают при температуре плюс 22, плюс 25 градусов и с обязательным наличием света. То есть на 3-4 день после того, как вы посеете, надо включать и организовывать подсветку. Еще один важный момент. Баклажан требует длительного светового дня. То есть если вы посадите баклажаны у себя на подоконнике сейчас, то ему явно не хватит света. Нужно организовать подсветку 14-16 часов, а в более северных районах то и круглосуточно, за счет того, что световой поток сейчас, к сожалению, вот в такие пасмурные дни он небольшой. Ну и третий момент – это обязательно обеззараживание семян баклажана перед посевом, потому что баклажан хоть на вкус и не сладок, но на самом деле в нем достаточно много сахаров, которые имеют вид вот той же самой клетчатки. И обычно вместе с сахарами к нам приходят и те микробы, которые питаются этим растением, в том числе и его семенами. Поэтому обязательно нужно обеззараживание семян. Я использую для этого перманганат калия в водном растворе. Ну что ж, работаем с баклажанами. У меня тут целый наборчик. Что я буду сеять из баклажан в этом году, в этом сезоне? В первую очередь это мой фаворит, который я сею каждый год. Это баклажан алмаз. Баклажаны украинской селекции прекрасно себя показывают в плане урожайности, не капризные,
Очень урожайные баклажанчики, за которыми не нужен особый уход. Проверенный сорт. Он у меня есть в двух вариантах. От двух производителей и упаковщиков. От семенной фирмы Наска и насіння Черкащины. Ну, как написано в аннотации, оказывается, если посмотреть, то компания Наска говорит о том, что это ранний сорт баклажана, и от момента посадки рассады до технической спелости плодов 60-65 дней срок. А вот на этой упаковочке указано, что это среднеспелый сорт, у которого вегетационный период 119-130 дней. Ну, по факту я посажу и тот, и посмотрю, насколько они будут отличаться. Это баклажаны большей частью для открытого грунта. Они хорошо себя ведут просто в огороде, без всяких теплиц, без всяких парников. Единственное, что нужно, пока рассада подрастает, сразу после высадки, желательно до момента цветения укрыть ее агроволокном или спанбондом, для того, чтобы первый колорадский жук, который появляется у нас на огороде, он его не нашел. Теперь особые гибриды, некоторые из которых я уже высаживала, сеяла на рассаду, а некоторые у меня впервые в моем ассортименте. Вот такой белый баклажанчик, белоплодный, называется Аритуза. Это гибрид, очень хороший баклажан, прекрасно себя ведет и в теплице, и в открытом грунте, очень урожайный. Он среднеранний, но плодоносит просто заглядение, плодов масса. Очень мне понравился, я в прошлом году его выращивала. Еще один ранний сорт называется Октавия от французской фирмы Клоус. Проверенный баклажан, купленный по рекомендации, овально-круглой формы, длиной 18-20 сантиметров, тоже буду высаживать. И баклажан Дестан, очень похож на сортовой алмаз, но урожайнее. Проверим его. Перед посадкой я должна продезинфицировать семена, для того, чтобы они были обеззаражены, чтобы там все, что на них было, гнили какие-то грибы, которые не были уничтожены упаковщиком семян или их сборщиком, чтобы они остались в прошлом. Но если вы купили семена уже инкрустированные, то есть покрытые защитной оболочкой, в которой есть и ферменты роста, и фунгициды для защиты семян, то, конечно, замачивание семян баклажан перед посадкой не нужно. Сразу сейте их в почву, приготовленную для рассады. Смачивайте хорошо грунт, потом укрывайте герметично, чтобы был создан тепличный эффект, парниковый эффект. И помещайте в теплое место, чтобы рассада начала развиваться. Давайте посмотрим. Ага, вот здесь, видите, в этой упаковке семена уже обработаны. И по факту мне их обрабатывать не надо. Они в оболочке. Вот посмотрите, они в оболочке, они обработаны фунгицидом. То есть они сразу пойдут в посев. Я их даже замачивать не буду. Проверим эту упаковку. Что здесь? Здесь обычные семена. Они, конечно, хорошо промыты. Видно, что подготовлены. Но вот эти я обработаю. Буду обрабатывать старым добрым методом. С помощью марганцовки. Перманганата калия. Нужно замочить где-то на час-два, чтобы семена хорошо были обеззаражены перманганатом. И только после этого высаживать. Ну, пока эти семена будут замочены, будем работать с этими. Начнем посев.
У меня уже приготовлена кассета. Она наполнена верховым торфом с добавлением вермикулита, для того, чтобы хорошо сохранялась влага. Торф довольно рыхлый, хороший такой, мелкий. Фракция мелкая. Посторонних включений практически нет. Я немножечко его утрамбую. Пролью биофунгицидом. Это у меня фитоспорин. Активированный фитоспорин. То есть культура сенной палочки настаивалась примерно в течение 2 часов в теплой воде. Она уже активная. И вот я ею сейчас обработаю этот верховой торф. Торф хорошо промочен. Теперь сделаем небольшие углубления. И в каждое углубление положим по семечке. Я рекомендую высаживать семена баклажанов на рассаду вот так, индивидуально. То есть для каждой семечки должна быть своя отдельная ячейка в кассете, для того, чтобы вы избавились от пикировки, чтобы оставили в процессе выращивания рассады только перевалку. В таком случае вы не будете повреждать корневую систему баклажана, который не любит пересадки, и она будет цельной. Просто дополнительная порция почвы при перевалке поможет баклажану стать более мощным растением, и дополнительный объем почвы поможет ему расти в более питательной среде. Ну вот, семена уже заложены, теперь я их немножко укрою верхним слоем почвы и снова хорошо промочу каждую ячейку этой кассеты водным раствором фитоспорина. Сделаю герметичную полиэтиленовую упаковочку, укрою полиэтиленовым пакетом и поставлю в теплое место. Немножко утрамбую, чтобы семечко не провисало в слое торфа. И снова пролью фитоспорином. Баклажаны довольно теплолюбивые растения, и рассада баклажан тоже требует особого тепла. Поместите ячейки кассеты, в которые вы посадили баклажанчики, семена баклажанчиков, в теплое такое место, где температура не менее чем плюс 25 градусов, и в течение 4-7 дней баклажаны взойдут. Как только они взойдут, нужно будет их поместить под хорошее освещение, чтобы рассада не вытягивалась, а развивалась равномерно, и опустить температуру воздуха примерно на 5 градусов до плюс 20, чтобы она не перерастала, а чтобы укоренялась и растение набирало силу. Теперь упакую полиэтиленовые такие вот герметичные упаковочки, чтобы там был создан парниковый эффект, и поставлю в теплое место. Пусть сходят. Еще хочу буквально несколько слов сказать о вегетационном периоде развития баклажана. Почему мы так рано сеем? Потому что баклажан достаточно долго развивается. Тоже ему нужно примерно 55-60 дней для того, чтобы рассада окрепла. И вот с момента появления первых всходов до готовности рассады к посадке на постоянное место проходит примерно 2 месяца. Поэтому нужно сеять сейчас, если вы хотите к 1 мая или там, к 10 мая иметь свою хорошую рассаду, которая уже может быть высажена в открытый грунт. Ну а те, кто хотел бы
высаживать баклажаны в теплицу, тем надо уже и поторопиться, чтобы не было поздно. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать сегодня о посеве баклажанов на рассаду. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал. Будет много интересных садовых историй. Пока-пока, скоро увидимся!